Всем привет! И сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы готовим потрясающие домашние котлетки с овощами. Я их называю тефтельки. Мне так больше нравится. И так как это любимое блюдо моего мужа, сегодня в качестве шефа у нас мой супруг Артур. А почему он сегодня будет готовить? Чтобы показать, что даже человек, далекий от кулинарии, он работает в IT, может приготовить это блюдо. И, кстати, между нами, женщинами, для меня это потрясающий способ, как скормить незаметно большое количество полезных овощей вашему мужу и детям. Hello, Артур. Hello. Давайте начнем. Я ставлю сковороду разогреться до большой температуры. Немного вступления. Сегодня у меня здесь есть достаточно постный куриный фарш. Обычно я беру бедро и куриную грудку. Нам потребуются любые любимые овощи, но в рецепте я указала, что это будет цветная капуста, это будет лук-порей, болгарский перец, обычный лук, зеленый лук, цукини, сельдерей и пармезан вместо хлебной крошки. Если вы любите хлебные сухари, используйте их. А в качестве зелени у нас будет здесь кинза, петрушка, укроп. И еще, конечно же, чеснок. Кроме этого, нам понадобится йогурт и яйца. Соль, перец обязательно, немного растительного масла для обжаривания. Ну, собственно, вот и все. Когда я готовлю это блюдо самостоятельно, сама, я, конечно, заморачиваюсь. Я готовлю каждый ингредиент отдельно на сковороде, откладываю в сторону и потом их смешиваю. Но у мужчин нет столько терпения, как у нас, у девушек. Поэтому, я думаю, сегодня мы упростим задачу и соединим овощи вместе, обжарим и добавим их к фаршу. Приступим. Окей, let's start. Я постараюсь комментировать на русском, но мы обязательно добавим субтитры. Обжарку мы начнем с лука, потому что он дольше всего готовится. И будем дальше идти вниз. Потом у нас будет порей, потом цукини, болгарский перец, сельдерей. И в самом конце мы добавим уже зелень. Окей. Put as much as you want. Мы начинаем готовить с лука, потому что он берет больше всего времени на обжарку. Следующий мы будем использовать сельдерей. No, but I don't want celery. I'm playing. Следующий мы используем сельдерей. Он тоже достаточно плотный и чуть дольше готовится. Добавляем сейчас болгарский перец, ему он приглянулся. Овощи вы можете и не обжаривать, но в жареном виде они дают более яркий, более сладкий вкус и, на мой взгляд, более такой узнаваемый, яркий аромат. Если вы не хотите связываться с обжаркой, просто смешайте все эти овощи в котлетках, потому что мы их будем готовить в 2 этапа, и даже сырые овощи приготовятся. Пахнет уже вкусно. Добавляем масло, если вдруг масло впиталось. Теперь добавляем цукини, и сразу после мы добавляем цветную капусту. Цветная капуста, когда приготовится, она практически незаметна во вкусе блюда и не видна в тефтельках. Но она очень питательна и является хорошим источником клетчатки. На этом этапе мы можем посолить, поперчить наши овощи. You can put some salt and pepper on your left. И я думаю, чесночок мы тоже добавим. You can add some garlic if you want. Чуть-чуть его обжарим. Обычно я его натираю сырой, но сегодня мы его обжарим вместе с другими овощами, чтобы не усложнять задачу Артуру. Пахнет очень вкусно. Add some green onion. Но, конечно же, мы добавим мой любимый орегано. Вообще ничего без него не готовлю. Little bit of oregano. You can smell if you like it. I like it. Okay. Ooh, like a pro. Like a pro. На этом этапе мы можем останавливать приготовление. Нам не нужно приготовить овощи полностью, нам нужно их немножечко обжарить, разбудить их ароматы и пробудить их вкусы. Поженить между собой и все. Пока наши овощи остужают, я сейчас их переложу в тарелку, чтобы они остыли быстрее. Я Артуру предложу смешать другие ингредиенты, чтобы не терять время. Пармезан. Я думаю, пару-тройку столовых ложек будет достаточно. Но у нас сегодня решает шеф. Дальше мы кладем йогурт.
Где-то 2 столовые ложки на это количество у нас уйдет. Укроп, петрушка, зелень по вашему вкусу. И мы добавляем 2 яйца. У меня здесь килограмм, поэтому в рецепте 500 грамм, там одно яйцо. Yes, 2 eggs. You need to beat it. Now mix. You mix. Just enjoy. Try to think about something good. Когда смешиваете фарш, это для меня медитативная, почти медитативная техника. И я наслаждаюсь, на самом деле, готовить для себя. И видно, вот Артур тоже наслаждается приготовлением процесса. Сейчас я буду добавлять овощи. У нас должна получиться почти половина овощей, половина куриного фарша. Потом мы посолим и поперчим. И у меня есть способ, как мы потом будем проверять, насколько посолили и поперчили мы хорошо. Как классно, что я позвала мужа готовить. Мои ручки чистенькие сегодня. Теперь фарш у нас готов. И сейчас мы будем формировать тефтельки. Вообще тефтелька это которая круглый шарик. Но у нас будет тефтелька плоская. Мы будем формировать шарики, этим займется Артур. И делать их плоскими. А я займусь обжаркой. Ставлю сковороду на достаточно сильный огонь для разогрева и потом убавляю. Тефтельки эти мы будем готовить в 2 этапа, поэтому мы их не обжариваем до полной готовности сразу, а откладываем, чтобы они были сочные. Put hands here, then you put in your hand, you roll it, and you see it's like become nice. Okay. Такой у нас вот лайфхак. Водичку я использую, чтобы увлажнить ладони. Потом, когда вы кладете мясной фарш, он не прилипает к рукам. Получаются аккуратненькие такие котлетки. Нам нужно проверить, что этот фарш достаточно подсолен и всего там достаточно. Я сделаю маленький тест. Сделаю плоскую котлетку. Просто чтобы понять, всего ли достаточно там. Плоскую, маленькую, чтобы она просто побыстрее приготовилась. I don't know what's happening next to you. I'm like confused, lost. Если вам нравятся котлетки в панировке, вы можете использовать муку или панировочные сухари. Но мы сегодня будем делать без панировочных сухарей или муки. Нам нравится очень простой вариант. И can you explain why this is one of your favorite dishes? It's not. I'm joking. No, please. Easy to cook, easy to eat, tastes really good. Full of protein. Full of protein. Full of protein. Иногда мы добавляем туда грибы. То есть здесь вообще вариаций масса. На самом деле, что у вас есть в холодильнике, туда пойдет вход, будет классно. Будет вкус замечательный. И как Артур сказал, что это очень быстро. Как он их ест прям из большой чашки, стоя возле холодильника. Никто их уже потом, конечно, не разогревает. No, you try it first. Hot. Good? Возвращаю сковороду. Теперь, когда мы убедились, что вкус у нас доведен до совершенства. Браво! Bravo. Маэстро. Я их люблю делать маленькими, на 2 укуса. Но в больших ладонях маленькие не получается. Это говорит о щедрости души, я полагаю. It's just easy. It doesn't take much time. And It's funny, а? for people with not much talent, it's a great option. Like me. No, don't be shy. You are very talented. Котлетки мы обжариваем примерно по 5 минут с каждой стороны на средней температуре. Just like McDonald's, but healthy. Если они у вас не сильно румяные, не страшно, но, конечно, желательно, чтобы мясо закарамелизовалось. Тогда оно дает больше вкуса, чтобы появилась румяная корочка. Сейчас котлетки Артур обжарил с 2 сторон, и мы приступим ко второй стадии их приготовления. После того, как они получили хорошую золотистую корочку, мы просто накрываем их крышкой, убавляем огонь и оставляем на 7-10 минут. Итак, прошло 10 минут, и сейчас мы будем пробовать. Ух. Я не буду сегодня заморачиваться с презентацией этого блюда и с украшением тарелки. Мы сделаем это все по-свойски, как бы это сделали мужчины для мужчин, наверное. И, кстати, хочу сказать, что я заметила, как мой супруг сегодня очень нервничал, и я нервничала рядом с ним, поэтому, конечно, возможно, видео, на ваш взгляд, получится не очень информативным. Thank you.
Но все детали я дам под этим видео. Окей, сейчас будем пробовать. Now we're gonna taste it. But I have to say it looks amazing. They are so beautiful. Just the perfect meatballs. Мы бы, девушки, сделали их миниатюрные, аккуратненькие. Мужчина, сразу видно, что это делал мужчина. So you like it, yes? It's very warm. But it's good, huh? Все ингредиенты чувствуются по отдельности за счет того, что мы их нарезали кубиками, видимо. Несмотря на то, что мы их обжаривали вместе, я волновалась, что, может быть, они смешаются по вкусу, но здесь превосходная сочность. You can take it. Can I take? Yeah, you thank can finish it. you. Bye. Сегодня у нас небольшой такой сумбурный рецепт. Я не думала, что я буду так нервничать рядом со своим мужем. Обычно вместе готовим. В любом случае, пишите, если вам понравился этот рецепт. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, если вам понравилось. И, пожалуйста, поддержите его лайком, потому что он будет спрашивать меня каждый день. Обязательно я дам все детали этого рецепта, которые мы, возможно, упустили в рецепте под этим видео. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите свои комментарии и до новых встреч!